Пламенный привет от команды The Fire и шоурума «Камин в доме». В этом ролике мы поговорим об установке биокамина вместо дровяного камина в загородный дом. И поможет нам в этом наш клиент Леонид, который как раз установил именно биокамин. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему все же решили установить именно биокамин, а не дровяной камин, который часто устанавливают в загородные дома? Ну, принимали решение скорее больше из-за функциональности и отсутствия все-таки каких-то градостроительных решений в части самого жилого строения. Вот. Ну и, наверное, больше такой, более простой уход и чистота в доме. И отсутствуют запахи гари, да, в любом случае, как бы эти запахи, они попадают, и в том числе вот эта борьба с золой, с зольником, в общем-то, не хотелось этим заниматься, поэтому, но хотелось какой-то дополнительный уют в большое помещение, поэтому вот выбрали биокамин. А ранее был какой-то опыт знакомства с биокаминами? Как вообще узнали о биокаминах? Опыта не было никакого. Долго-долго выбирал, изучал тему в интернете и на самом деле подкупила информация о том, что вы участвовали в телепроектах, которые там связаны с ремонтом. Да. Ну и, собственно говоря, дальше вышел на видеосюжеты про эти биокамины. Ну и, собственно говоря, принял решение уже практически моментально после изучения вашей фирмы. А почему вот не думали, может быть, установить электрокамин тоже, который устанавливают иногда? Ну, электрокамин это все-таки совсем другое, да, потому что здесь все-таки натуральное пламя огня, вот, и оно действительно греет. Электрокамин это все-таки уже некая фикция, да, и мало что напоминает настоящий огонь, и, в общем-то, ну, некая имитация все-таки не хотелось, а вот хотелось что-то вот посередине, да, в отличие там от настоящего камина, да, с дымоходами, то есть это, я уже повторюсь, это определенные минусы, которые меня не устраивали. Электрический камин это вот прям в прямом смысле слова имитация. Вот, а биокамин в этой ситуации выручает, он и от него берутся плюсы настоящего камина, вот, и плюс он не энергозатратный с точки зрения электроснабжения дома, вот, только периодически подливай биотопливо и будет тебе счастье. Да, замечательно. А еще такой вопрос. Вот у вас есть дети, причем не один ребенок, а сразу трое, они непоседливые. Вот, не боялись ли все-таки живой огонь устанавливать в помещении, где есть дети? Нет, не боялись, потому что просто банально объяснили детям, что это огонь, они понимают это. Все-таки это не грудные дети или не те, которые вот ползают и буквально такие на ощупь познают этот мир. Поэтому мы вполне договорились и объяснили, что это действительно огонь, и к нему лучше не подходить. Поэтому, как бы, ну, стандартная история с детьми. А аллергики есть? Аллергики есть, да, но при этом никакой аллергии от этого камина нету, да, то есть не от самой жидкости, но в принципе я и не допускаю, чтобы к зажигалке и вообще к жидкости, храню их в отдельном месте, поэтому дети не контактируют с ней и, собственно говоря, они у меня сами его не заправляют. А вот уже с точки зрения горения, да, ну вот мы с вами можем только тепло от него ощущать, по большому счету никаких аллергических реакций или что-то подобное нет, ни запаха, ничего. Поэтому нет, аллергии нет абсолютно, да, у меня ребенок аллергик, и он не функционирует с камином и не страдает от аллергических реакций. Замечательно. А вот почему вы решили выбрать именно все же The Fire? То есть на рынке много биокаминщиков? Ну, наверное, больше опыт. Вот. Для меня вообще в жизни очень важно, чтобы это то же самое присутствие в отделке дома, то есть проверенные фирмы с историей, с опытом, с своим производством в том числе, да, то есть это много решает. Сейчас в угоду вот нынешних времен очень многие производители уходят, а здесь как бы все хорошо. Да, здесь есть и сервис. Конечно, да, поэтому я когда изучал всю эту историю, я прекрасно понимал, что эти ребята и никуда не денутся, потому что история уже приличная, и просто так вот, да, уходить там с рынка, закрываться, ну это, наверное, что-то прям совсем потустороннее. Вот, поэтому, учитывая, что своя производственная база, хорошая история, то я прекрасно понимал, что долгое сотрудничество нам предстоит. Леонид, спасибо большое за участие в съемке. Зрителям нашим спасибо огромное за просмотр. Также в описании к этому видео вы можете найти ссылки на наши соцсети, в которых есть секретный пост, в котором вы можете в комментариях оставить секретные сообщения и также стать участником нашей съемки и получить за это ценные призы. Всем большое спасибо за просмотр.